Друзья, всем привет! В этом видео расскажу, как, применяя всего лишь одно средство периодически, нарастил вот такие вот корни орхидеи, которые появились буквально через пару недель после применения этого средства, и уже за несколько месяцев нарастили вот такую вот картину щупальца осьминога. Но это еще не все. Орхидеи не только нарастили вот такие вот корни, но еще и цветоносы. Но и это тоже еще не все. У нас не одна орхидея, в обработке и применении средства вот на этой орхидее я еще и применял это же средство вот на второй орхидее, потому что это две орхидеи, две пескары, две нестандартного цветения орхидеишки. Одна бабочка, другая пилорик. Вот так вот щеткой ползут корни, но и это не все, друзья. Вот у этой орхидеи вы видите цветонос, ну буквально, наверное, больше метра. Я его даже боюсь трогать. Вот он растет, растет, растет. Я его не закрепляю. То есть я кручу горшок для того, чтобы цветонос у меня вот стал таким, знаете, витиеватым. Так, ладно, на примере одной из орхидей я проведу такую же процедуру, как и проводил вот на этих вот орхидеюшках, и подробно все расскажу, что да как. Как получились вот такие вот корни вот у этих двух орхидей. И кроме этих корней у обоих у нас лезут вот такие вот цветоносы. Один и второй цветонос. Вот он, вот такой вот огромный длинный цветоносище. Вот. У нас есть кадры на видео, которые я снимал несколько месяцев назад. Вот эти вот две орхидеи, как раз таки они были только в начале наших процедур. И я сейчас вставлю, покажу небольшой обзорчик, как они выглядели только после начала применения нашего средства вот на этих вот орхидеях для роста корней и для роста, собственно говоря, всего остального, и листьев, и цветоносов. Мы корневую вместе с вами обработали, зачистили, и вот так сегодня выглядит у нас. Это я снимаю для фиксации, друзья, фиксации, прежде всего, не только отвечая на вопрос, но и для себя, чтобы понимать, в какой период, как та или иная орхидея себя чувствовала. Вот такая вот пескара. А теперь, друзья, давайте посмотрим вторую пескару, та, что у нас бабочка. Вот. И плюс я вам еще покажу кое-что на цветоносах. Вот такая вот, друзья, у нас пескара. В эту снежную зиму, кому не хватает солнышка, посмотрите вот на эту красоту. Вот на эту красоту. Пескара. Это бабочка. Видите, у нее защипы. Вот такие вот. Ой, трясется. Вот защипы. Вот здесь вот в середине боковых листочков с одной и с другой стороны. И получается как похоже на крылья бабочки. Вот такая вот красота. Ну а сейчас на примере одной из своих орхидей я все подробно расскажу и покажу. Есть у меня вот такая вот орхидея. И я проделаю сейчас с ней те же самые процедуры, которые проводил вот с этими двумя орхидеями-пескарами. И расскажу, что дальше делал после того, как вот проделаем первую процедуру, после того, как орхидею, допустим, мы пересадили, после того, как она адаптировалась, и у нее, допустим, ну, мало корней, а нам нужно выманить
как можно больше корешков, чтобы она укоренилась в горшке. Итак, сейчас я закреплю камеру. Оп. И мы с вами приступим. Применял я, друзья, средства. Вот это вот. Это Rebuff Extra, универсальный регулятор роста. У нас на канале имеется много видео, в которых мы применяли вот это вот средство. Но нету, наверное, это первое видео, где я расскажу, как весь полностью курс применения вот этого ребафа. У нас есть плейлист, так и называется, Rebuff Extra для орхидей. И можно зайти на главной странице нашего канала и найти плейлист, который называется Rebuff Extra для орхидей, и посмотреть собранные в нем видео, в которых мы применяем вот это вот средство в разных его применениях. И вот сегодня я покажу, как, собственно, применял на этих двух орхидеюшках. Так, ну, для начала я срезаю кончик. Теперь на пол-литра воды я капаю 2 капли. Для чего я сейчас это позже. Раз, два, ну можно 3. 2-3 капли, а больше не надо. На пол-литра. Закрываю. Это нам понадобится чуть позже, для того, чтобы рассказать, какие процедуры я проделал. Итак, выливаю сюда неразбавленный. Беру кисточку. И кисточкой, друзья, мажу основание. Вот так вот по кругу везде. В пазухе. Поближе туда к корням. Это первая процедура, которую проделываю с орхидеей после пересадки и после того, как она адаптировалась. Все. Вот этим средством можно обработать и другие какие-то орхидеи, которые у вас имеются, чтобы это средство не пропадало. Все. После обработки вот эту орхидею ставлю ко всем остальным орхидеям и возвращаюсь к ней через месяц. Да. После вот этой вот первой обработки у нас уже начинают вылазить маленькие такие пимпочки корневые. А следующий этап — это уже раз в месяц я орхидею опрыскивал вот этим вот средством. То есть брал ампулу Rebuff Extra по инструкции. Здесь по инструкции у нас написано: для цветочных культур, в том числе и горшочных, нужно 1 мл на 10 литров воды. Но у нас в 1 миллилитре от 30 до 40 капель. Это соответственно, что на 1 литр у нас где-то 3-4 капли. Ну вот я беру вот на этот флакон, который полностью здесь где-то 600 миллилитров воды. Вот, ну, 2-3 капли этого достаточно. И затем провожу опрыскивание вот как сейчас. Вот так вот покажу вам. Полностью опрыскиваю орхидею со всех сторон. Листья все. И вот так вот я раз в месяц проделывал вот эту процедуру с этими орхидеями. И все. Через
через буквально пару месяцев корни полезли вот такими вот, друзья, пучками со всех, прям можно сказать, щелей. Все очень просто, друзья. Это Rebuff Extra. Универсальный регулятор роста, который не только выдает вот результат роста корней, но еще и выдает очень хорошие цветоносы. Ну и сами орхидеи, сами видите, растут довольно-таки крупными растениями. Все, друзья, всем до встречи в следующем видео.